Смотрите в этом видео. Великая Китайская стена. Очень редкий в обзорах участок Цзиньшанлинь снаружи и изнутри. Что там такого? Погуляем, поковыряем стену, пофоткаемся. Смертельно устанем. Вернемся в Пекин, попьем чаю и покажем хот-хот кафе. Едем в метро, это второй день в Китае, он же в Пекине. Мы едем на Великую Китайскую стену. Из метро сядем в автобус, и в принципе у нас сегодня достаточно простая программа. Просто едем на автобусе до участка Цзиньшанлинь, и там уже будем что-то снимать, пытаться смотреть на Великую Китайскую стену. В общем-то, мечта детства. Одна из них будет исполнена. Детство, молодости и учебника истории. Все, нас вот этот дядька в синем жилетке забрал. Вот в том басе нас повезут. Окей. На этом автобусе мы поедем, а почему именно на нем? Есть в интернете, рассказывают, как добраться на автобусах. В принципе, это все реально можно найти, но, честно сказать, не хотелось мучиться. Мы нашли через Репком, просто нас завести. Там нам дадут часа 4-5 погулять, и потом мы на этом же автобусе просто приедем сюда, обратно в Пекин. Это стоит чуть-чуть подороже, но снимает часть головной боли в плане поиска транспорта. Стоим рядом со зданием, такое в стиле, как в Москве находишься, короче. Добрались мы до входа на Великую стену и идем. И пешочком нам идти немало. Тут прохладненько, иногда срывается ветерочек. В общем, горы. Прохладнее, чем в Пекине. Градусов, наверное, на 5. Потому что куртки мы одели сразу. Лучше утеплиться, да, даже шоп. В компании с представителями Загнивающего Запада движемся в направлении входа на участок Цзиньшанлинь. Нерадостные китайские дети. Ну, махали нам руками. Это, наверное, фастфуд должен быть. I love China. Наша Место группа встреч. убежала вперед. Увидят раньше нас. Ну, можно сказать, у подножия китайской стены. Здесь уже наблюдаем китайских школьников. Новые такие скульптуры новодельные, каких-то великих, видимо, военачальников. Вот этот кусочек стены, кстати. Кусочек стены здесь старый, не новодельный. Это уже радует. Подъемчик достаточно крутой, но в целом вполне преодолимый. Вот тут даже пушечки есть. Вот вход. Мы по нему сейчас пойдем. Поднимаюсь на Великую Китайскую стену. Стоило ли оно того? Вопрос. Погодка сегодня не очень. Я не взял с собой опять шумодавки на микрофоны. Но зато мы на Великой Китайской стене. И сейчас пойдем направо. Хотя гид советовал идти налево. Но мы быстренько пробежимся направо, а потом уже пойдем, как все нормальные люди, налево. Любые факты и легенды, связанные с Великой Китайской стеной, легко можно найти в многочисленных источниках. А в наше время просто поиском по запросу в интернете. Но нет лучше способа познания, чем личное знакомство. Однако небольшую историческую справку считаю все же необходимой. Строительство Великой Китайской стены началось в 5 или 3 веке до нашей эры и продолжалось до 17 века, то есть строили стену более 2000 лет. Это не просто стена по хребтам гор и холмов в одну линию, а целый комплекс оборонительных сооружений с ответвлениями, рвами, переходами, башнями и валами. Общая длина всей сети укреплений на пике могущества составляла более 21 тысячи километров. На данный момент в хорошем состоянии сохранилось порядка 9000 километров стены, в основном из эпохи династии Мин. А теперь представьте себе, сколько нужно воинов, чтобы расставить их на стене для обороны. Предположим, с промежутком порядка 10 метров. Более 2 миллионов. Поэтому многие историки в наше время спорят об эффективности этого оборонительного сооружения в силу того, что его просто невозможно было содержать и обслуживать. Но ведь для чего-то китайцы строили его 2000 лет. Причем династии менялись, а строительство продолжалось. Только когда границы империи сдвинулись далеко на север, строительство прекратилось.
Мы держим свой путь на разрушенную часть китайской стены. Вот там она находится. Как скажем так, А пока на стоим, неотреставрированную. Тут все-таки... Не отреставрированную, да. Здесь такое ощущение, что вот эта часть уже современная. кирпич Вот это, разный. скорее всего, старая кладка, даже какой-то, как известняк использовался. Или это уже замазывали таким же раствором. С этой стороны совершенно другой оттенок кирпича. То есть здесь вся эта стена, она состоит из разных временных лет. По стенам можно прочитать, когда ее реставрировали. Ага, а вот это вот вообще, по-моему, бетон, не? Смотри, вот с литьем. Прошли через башню, сзади осталась башня, название мы не запоминали. И вот как бы эта сторона у нас, мы обороняемся от варваров. И видите, уже срезана и не восстановлена. Вот уже участок, где нет зубцов крепостной стены. Она срезана, и ее никто еще не восстановил. Ну, сбита, срезана, разрушена временем, непонятно. Но ощущение, что ее как срезали. И, может быть, ее готовили к реставрации и не сделали пока. Может быть так. А вот сюда нельзя ходить. Интересно, что там. Ну, можно, в принципе, уйти в Китай. Современные технологии присутствуют. Вот до той дойдем? Ну, конечно, дойдем. Ну, давай до той и финалим. Да. И идем назад, потому что не успеем. Мы пришли к башне, которая еще не реставрировалась, ну, либо долго, много лет назад реставрировалась. В полуразрушенном состоянии она здесь растет. Перекрытия вот обрушены. Если они здесь были. Ну вот Были. присутствуют, да, элементы. Ну, странно, они как-то реставрируют клоками. Здесь вот кирпич старый, тоже разная кладка, разные швы. Так отошла эта стена. Возможно, скоро рухнет. Ну, как скоро, она уже стоит. Сотни лет. Здесь такие вот перекрытия, своды. И обнаружили чайную лавку. 120 рублей за чашку. Ага. Нормально. Ну, Мы остановились в чайной лавке. единственное, решили что попить место чаю. хорошее. Да. Силы. Будем пить чай, здесь не отходя от кассы. Когда-то здесь пили великие Well done. китайские воины чай. А может быть, невеликие китайские воины, метр 40, метр 50 ростом, набранные по призыву. Но чай пили точно. Просто хотелось снять селфи. У меня нет ни одной мысли. Аналогично. Не, ну есть мысли на самом деле. Идти тяжело, но можно. Постройка грандиозная, мощь и сила ощущается, трепет, шок присутствует, красивость тоже в солнечный день было бы намного лучше. Почему мы приехали на этот участок, еще хотелось бы пояснить. Участков много, но Цинь-Жанли считается наиболее близким к исторической, скажем так, к историческому виду из тех, которые доступны для туристов. Есть еще участки, которые ходят, ну, туристов таких, как мы, скажем так, да, то есть лайтовых. Есть еще участки, куда ходят спортсмены, профессионалы, хайкеры, там, на несколько дней, с палатками, с ночевками. Все это тут тоже можно организовать. Ну, как-нибудь, может быть. Ну, пока нам хотя бы так посмотреть. Вот, ну и тут обещали нам мало людей. Если это мало людей, то я не знаю, что будет там, где людей много. Там, наверное, как на некоторых видео, просто идут живым потоком по стене люди без остановки. Мы тут хоть как-то можем иногда гулять. И есть участки, где мы практически одни. И можно насладиться всем этим. Все, Саша звезда. Почему со мной? Решили его поснимать. Бай. Goodbye. Ходит она туда аж вдаль, и не видно ее конца, не только из-за тумана. А я думаю, что глазом даже при ясной погоде ее не видно. Хорошие были бы виды, если бы не туман, да? Да, Просто чумовые. вот там просто замечательные виды могли бы у нас получиться.
Да, Если вон бы там не вдалеке туман. тают, вон дальше, башни, пошли по горам. Там так красиво, но туман. Седая пелена, затянула все. Вообще ничего не получается, поэтому... Нет, эмоции получается получать, а это Да. самое главное, ради чего мы сюда и приезжаем. Вообще, ради чего мы путешествуем? Ради эмоций. Ну, не получилось фотки сделать, ну, горе, но не трагедия. Небольшая. Так хотелось видео поснимать хороших. Ну, это они и так неплохие, в общем-то. Просто могли бы быть лучше. No visitors. Let's go! А вообще все нормальные туристы ходят вот там. Ready, steady, go! Вот нас за это, за авторские права сразу и забанят. За вот эти 3 слова. Здесь мы уже идем по восстановленной части. Это видно по башне. Верх ее абсолютно новый. Низ. Да тоже вот восстановили и вот эти Ступени. поперечные перегородочки, все восстановлено. Но интересно, что дальше башня, у нее совершенно другая кладка бойницы, окон, вот можно посмотреть. Вот мы до нее дойдем, возможно, та более такая аутентичная, историческая. Потому что вот это точно верх навье, причем даже в другом стиле сделанный. Да, даже вот по стенам видно, по бойницам, что низ. Хотя, Старая. опять же, строили это в разные времена, эту крепость. Совершенно верно. Долго Эту очень стену. строили, поэтому менялись Да. стройматериалы, Строили, разбирали. подрядчики. Потом опять строили, но уже в туристических целях. Сейчас будет восхождение вот по вот этой крутой длинной лестнице с башней, которую не восстанавливали давно. Ну, как минимум, да, ну лет, наверное, 100. Точно она в таком виде стоит. Вот раствор интересный, белый, да? Да. Известняком. Потрескался весь. У нас тут, кстати, 2 варианта пути. Один просто хреновый и тяжелый. Но, позвольте я вам покажу. Здесь есть офигительно хреновый и тяжелый путь. То есть на выбор. Каждый может определиться. Кстати, девчонки, мини-юбку не одевайте здесь. Поднялся там, камера не снимала. Я ему говорю, спустись, еще раз сниму. Я говорю, ты поднимаешься? Говорит, нет. Предлагаю ему, он вообще я ничего не вообще отвечает. тащу, аппаратуру всю тащу. Себя или тащу? Случайно нажал еще селфи. Ну ладно, раз селфи, значит селфи. Вот. Тоже, кстати, я поднялся по этой штуке. Вот со всем этим еще. Высота. Ну вот, все, видимость 50-100 метров. А видимость должна быть километра 3, чтобы понять грандиозность этого всего процесса. Здесь даже участок стены, на который ездят специально, который уходит в море. Такое вот ощущение, что здесь они кое-где даже можно увидеть старые камни, потому что реально им лет 400-500, может больше. Когда строили этот участок, я не знаю, надо изучать в интернете, посмотреть. Тут написано, контролируйте свой шаг внизу. Mind your step. Думай, куда идешь еще по-русски. Ну вот, ребята, по этой лестнице. Вообще надо подумать, стоит ли по ней идти. Начнем с этого. Потому что если пошли, то реально надо думать, куда идешь. Вот даже назад оборачиваться не хочется. Еще кто спускается, у них хоть какая-то перспектива впереди. А кто поднимается, тому страшно спиной. Каждая следующая ступенька у меня лично где-то на уровне колена. Ну да, но у меня, конечно, повыше, но пониже в смысле. Но идешь, спиной страшно. Вертикально практически. Ну да, тут как бы подскользнешься на камушки. До свидания. Но поскольку все думают, куда идут, пока вроде все целы. Ты все наше пыхтение решил снять? Я вам скажу, почему путешественники по стене показывают всегда видео. Ха-ха-ха, мы тут в начале стены. Какая красота, как мы вдохновлены. Какие виды, как хорошо. И никто не показывает, как они так в конце там. Вот как они в конце. Где вода? Пыты, вода, у кого есть вода. Вот, я думаю, примерно так. Water.
Help, please! Врача! Ой, ну, да, а так классно. Ну, в общем-то, 3-4 часа прям вот нагуляться. Ну и не забываем, что это все-таки хайкинг, то есть это легкий, но все-таки туристический маршрут мы идем. А есть маршруты попроще, полегче. Там таких подъемов, покажи, нету. Подъем без ступеней, просто, Просто, не знаю, градусов в общем, 70. на плоской подошве не залезете. Каблуки отломаете. Фух. Вот ты-то стой, а будет ощущение, что я шагнул в пропасть, да? Да. Есть ощущение такое? Смотри, Но хоп, пока нет. смотри, скорость спуска какая. Так ты не иди за мной. Хоп, 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 и я должен уже исчезнуть. Я исчез. Нет. Блин. А так? А так да. Все, спускайся. Если бы у меня эта рука была свободна, я бы полз на четвереньках. Фу. А так я только на одну руку опираюсь. Ой, ребята, выпадов надо. Сколько же сегодня сделано. Фу. Саш, покажи через селфи, через что мы прошли. Фу. О! Чуть не упал. Блин, кадр испортил. Как? Ну, если бы упал, был бы кадр. А. Уже не сегодня. Ну и все, вон Таня реставрирован. Ты говорил здесь. А вон он выход. А, выход, дальше? все. Мы пришли. Все, конец туристической зоны. Вот стена без реконструкции. Вот, и наконец участок абсолютно без реконструкции. Никак тут никакой помощи нету. Там типа земляные тропинки. И, в общем-то, надо бы, конечно, туда пройти. Пойдем? Пойдем. Впереди нас ждет автобус там, вот в чем дело. И через 7 минут он теоретически должен уезжать. А нам еще неизвестно, сколько вниз спускаться по времени. Да, ну вот это вот типа оригиналка. Ну, с другой стороны, ну, мы ее видели. Даже Мы постояли. на ней стоим. Да. А сейчас не спустишься, наверх уже не зайдешь. Какой можно сделать вывод из сегодняшнего путешествия? Во-первых, красиво. Во-вторых, нагулялись. В-третьих, лицо мое никто не снимает. Спуск даже по таким красивым местам происходит. Вот мы идем сейчас по к восточным воротам, к восточному выходу. После такого тяжелого запыхивательного подъема спуск очень приятный среди деревьев. Но, честно сказать, может быть, летом здесь тоже не асть. Если тут градусов 35-40 попадешь в денек, то, наверное, где-нибудь посередине стены надо будет скорую вызывать. Да, прям на стену приедет скорая. Вот, но наблюдение. Очень много пожилых китайцев. Мы такие ползем мимо них на четвереньках с языком язык на плечо. И бабушка с дедушкой такие ля-ля-ля на фотоаппарат, щелк-щелк-щелк на телефончик там. Кто-то еще тащит с собой фотоаппарат. Вот это вот у меня так, детский сад по сравнению с тем, что он с собой тащит. У него объектив больше, чем у меня вот эта вся приблуда. Вот, и ничего, нормально. Поэтому здоровый образ жизни, свежий воздух и китайская стена. И будете долго жить. Все, такие выводы. Решили мы сходить на чайный рынок, ну на чайную улицу вообще, неправильно говорить, что чайный рынок. По дороге вот такой у нас Китай. Это уже не туристический Пекин, жизнь тут бурлит, кое-где сдается в аренду, я так понимаю, закрыто, где-то открыто. Мы не в очень удачном месте стали, но в принципе вот куча лавочек, магазинчиков, остановки общественного транспорта. В общем, такой не туристический Пекин. 7-Eleven, типа нашей пятерочки слева. После Великой Китайской стены мы отправились в знаменитый чайный район Пекина, рынок Мэляндао. И вот уже встречаем первые чайные лавочки на пути. Как неожиданно оказалось, что мы опоздали. Мы пришли, но мы не учли один момент. Мы-то пришли, у нас-то тут в России, конечно, 2 часа дня, ну да, 2:30 всего. А здесь-то 19:25, люди-то поработали и домой пошли.
чаек-то они уже продали на сегодня весь, что хотели. Придется нам довольствоваться чаем для туристов. Ну что, мы пришли на чайную улицу за чаем. К сожалению или к счастью, вместо чая мы купили не чай. Вот в этом замечательном магазине. Вот такой мешочек нам дали. Ликер. Со всем уважением отнеслись как к иностранцам, покупающим. Тут вообще, вот тут мы точно одни иностранцы на этой улице. И в этом районе, похоже. Это чуть не последняя станция метро. Тут, ну, двое мы такие ходим. Нашли мы чайный дом. Пойдем, вот хорошие люди, ребенок. Нихао. Вот, да, нам совет, мы прочитали комментарий, что нужно покупать, где работает семья. Здесь явно работает семья. Все опрятно, красиво. Видишь, тут все написано. Все, нас сейчас напоят чаем горяченьким, чего нет. Потом мы что-нибудь купим. Снимем чайную церемонию отдельно, да? Да. Какой сувенир привезти из Китая? Одна из самых первых мыслей, которая приходит в голову, конечно же, чай. Но где его купить? Качественный, ароматный, не туристическую подделку? Конечно, на рынке Малиндао. Самое печальное в нашем случае то, что мы приехали очень поздно. Большинство лавок были уже закрыты. Вообще, чтобы полностью окунуться в атмосферу чайного рынка, рекомендуется посещать это место в первой половине дня. Все же мы нашли одну лавку, хозяева которой нам показались приветливыми и добродушными, а внутри было достаточно уютно, но не слишком пафосно, так как в Китае практически всегда внешний вид заведения соответствует его уровню и ценам. Мы дали понять, что не просто так тут гуляем, а интересуемся покупкой, и хозяин пригласил нас за чайный столик, где провел целую чайную церемонию. Дал попробовать все заинтересовавшие нас сорта чая. Это абсолютно бесплатно, и на самом деле покупать что-то после такой церемонии вовсе не обязательно. Но чай нам действительно понравился, да и время было позднее. И силы искать что-то лучше хорошего просто не было. Да, и не забывайте торговаться. Полцены, скорее всего, не купите, но процентов 30-40 торговать можно. И еще, очень важно знать, что все цены, которые вам будут называть, это цена за 500 грамм. Стандартная мера веса для чая в Китае. Так, а что я пью? Это обычный зеленый. Нет, это Милки. Ой, Милки мне понравился. Все, полил кошечек. Не, молочный вкусный. Вообще можно таким чайком побаловаться дома. Надо чаще пить чай. Просто приятно смотреть, когда работает профессионал. Что это, погромыхивание чашечек приятно так успокаивает нервы. Умиротворение полное. Ну, честно сказать, нет тут особого обмана. Не Египет. Куда-то он убежал, что-то еще там. Подсмотреть надо за ним, что он там шебуршится. Сейчас происходит процесс торгов. Ага, yes. Вот, смотрите, мы тут торговались, вот у нас ребус, продолжение. Итого мы, наверное, дорого, но я считаю нормально. Килограмм чая, и еще улуна пачку. Я даже не знаю, какой мне даст. Ну, такой подороже, короче говоря. Покупаем за 570 юаней. Ну, в переводе на наши, ну, реально недешево на самом деле, 6 тысяч рублей. Ну, так вот. Ну, ладно уже, набираем. Все-таки чайная лавка, чаем напоили. Считай, в ресторан сходили, еще и чай дадут. О, они прям фасованы по 250. Это Milky, yes? Milky. Yes, окей. Milky. Yes. Роман подписывает. Да, чтобы не забыть. Китайские иероглифы переписывает. Да, уже научился, вовсю пишу, как китайцы. Пока с ними поторгуешься, такие вещи поймешь. Торговаться получилось, полцены сбили. Ну, наверное, процентов 40. Это тоже неплохую сделку совершил, судя по его довольно физиономии. Нормально. Иностранцы дело полезное. Вот, каждому упаковал. Очень оперативно, быстро. Да. Все делает. Что ему тоже уже пора ужинать. Раз тут 20-20. А это небольшой продуктовый магазин в спальном районе Пекина. Как видно, ассортимент товаров разнообразный. Есть овощи, фрукты, вода, хлеб, сладости и много всего всякого. Ассортимент на любой вкус. Достаточный выбор молочных продуктов. Такие магазины нас не раз еще выручали.
Пара булок и йогурт на завтрак, чтобы не терять утром время, заходили очень даже хорошо. Цены приемлемые, многие товары заметно дешевле, чем в России, но на мясо и мясные продукты, наоборот, значительно выше. И на заметку, пиво и любой алкоголь в Китае ограничены в продаже только временем работы магазина. В магазине такого формата у вас, скорее всего, не возникнет проблем оплатить товар картой или наличными, а не только с помощью платежной системы Alipay. Мы зашли в какое-то заведение. Здесь сразу же жарят, парят, варят прямо за столом. Очень классно, что мы сюда зашли, просто супер. В Китае очень популярны рестораны и кафе хот-pot с жаровней посередине стола. Важно знать, что это не фастфуд. За несколько минут с едой вы здесь не управитесь. Мы попали в кафе с грилем. Есть еще рестораны с хого, где посетители готовят в кастрюльках или самоварах. Такое мы еще посетим. Конечно, вы можете выбирать готовые блюда по меню. Но главная фишка этого заведения в том, что посетитель заказывает сырые продукты и потом сам их жарит в гриле посередине стола. Также вы можете самостоятельно взять себе столько специй, трав, солений и соусов, сколько пожелаете на отдельной раздаче. По времени пребывания в заведении никаких ограничений нет. Мы зашли в замечательное заведение. Самое лучшее из всех, что мы здесь прошли, оно нам прям сразу по душе зашло. И просто мы попали в чудесное место, где готовят прямо на столе. Еще один немаловажный момент. Нам выдали такие вот свинячики, чтобы мы не испачкали одежду. Но как выдали? Мы увидели, что у других они есть, и мы сказали, а нам такие тоже дали. Никто не заставляет тебя есть острую пищу, сам себе как хочешь остри, сам себе бери соусы, перцы и устраивай любой армагеддон в своем желудке на свое усмотрение. Или просто поешь пресненькую такую, просто хорошо приготовленную еду. С виду острая, не такая уж и острая, даже вот соус. Больше всего соусы не острые, а пряные. Принесли нам очередное блюдо, которое готовится сразу при нас. Отсыл у них идет к древнему Китаю, когда готовили там же, где и жили, в маленьком помещении. И еще одна любопытная деталь кафе и ресторанов Китая. Здесь можно прийти со своим алкоголем, и никого это не смущает. Просто просите бокалы, стаканы, рюмки, сколько вам нужно, и вам их приносят. За соседним столом веселая компания пила пиво, которого явно не было в ассортименте кафе. И когда мы попросили принести нам такое же, объяснили, что они принесли его с собой. И если мы хотим такое же, то можем купить в магазине напротив и пить его здесь. Неудивительно, что после того, как мы совершили это чудесное открытие, все дубли вечернего видео с итогами дня получились не очень удачными. Поэтому итоги подводим, сидя дома в кресле перед микрофоном. Поездка к Великой Китайской стене оправдала все ожидания. Но на следующий день нас уже ждал таинственный и загадочный главный императорский дворец Поднебесный, запретный город. Об этом и будет следующее видео. А пока еще совсем немного Великой Китайской стены без комментариев.